Побил ли Антон Корчин рекорд Дениса Цыпленкова? Или все-таки, учитывая особенности судейства и форму грифа штанги, такие выводы делать преждевременно? Что касается снятия рекорда Дениса Цыпленкова, да, рекорд как бы состоялся, а Антон и Низами они подняли больше по килограмму. Да, использовалось другое оборудование, но все тот же самый строгий подъем на бицепс. Поэтому никаких вопросов к тому, рекорд это или не рекорд, не должно быть. Это, естественно, рекорд. Просто Денис поднимал на грифе, на котором тяжелее поднять, то есть это более силовой вариант подъема. А ребята поднимали на грифе, который дает возможность выше реализовать весь физический потенциал. И они готовились к этому долгое время. То есть Денис он поднимал в принципе для того, чтобы развить свою физическую силу. То есть это было в рамках армрестлинга, в первую очередь, тренировки подъема на бицепс. А ребята, они уже специализированно, узкопрофильно готовились именно к строгому подъему на бицепс. Поэтому, да, рекорд состоялся, на мой взгляд, все условия соблюдены. Наши подписчики пишут, что Низами, что Корчин не делают фиксацию в нижней точке перед началом движения. Что вы об этом думаете? Смотри, получается, Низами выступал на Siberian Power Show, Корчин выступал у меня на соревнованиях. И фиксация зависит от команды судьи, то есть судья дает эту бумагу. Фиксация все равно должна присутствовать по правилам, обязательно. Вот, соответственно, судья решает, сколько он там будет держать спортсмена, либо долго, либо мало, это уже от судьи зависит. Да, фиксация была достаточно короткая, но это скорее правильно, чем неправильно. По отношению к спортсменам это более лояльно. Потому что каждая секунда промедления, она отнимает килограмм на штангу. Существенная разница, конечно, есть. То есть, когда мы поднимаем на грифе, где более широкий хват, у нас меньше задействуется лучевая мышца, значительно меньше задействуется. И подъем, получается, больше через супинацию идет. А когда мы берем узкий гриф, у нас больше задействуется лучевая мышца. И подъем идет через лучевую мышцу, через пронацию, что дает возможность поднять больше вес, естественно. Потенциально так проще. Но опять же, вопрос техники. Кому-то будет проще поднимать с широким хватом, кому-то проще с узким хватом. То есть технику также надо нарабатывать. И верхние точки движения, например, в верхней части траектории, с узким грифом даже тяжелее работать, чем с широким. Но на старте можно, конечно, стартануть мощнее, потому что луч, у кого сильный, они могут очень хорошо разогнать штангу на старте. Довольны ли вы результатом, который показала на соревнованиях Диана Халилова? Диана тренируется под моим руководством. У нас была короткая подготовка к этим соревнованиям. В принципе, я доволен, конечно. Она подняла 50 килограмм в классическом подъеме, что, несомненно, для девушки 55 килограмм – это очень хороший результат. То есть ее вес был на момент соревнований 55 килограмм. Вот. Что касается строгого подъема, она смогла зафиксировать 48 килограмм, 48,5. По идее, 56-й весовой категории это тоже рекорд. Конечно, я доволен. Но при условии, если бы мы более ответственно относились к подготовке, конечно, она может больше, она могла бы поднять больше. Поэтому я доволен тем, что она установила рекорд, но, конечно, она должна пахать больше. На наш взгляд, Диане не хватило серьезной конкуренции. Вот я бы, например, с удовольствием посмотрел бы ее зарубу с Екатериной Никишевой. А как считаете вы? Напишите в комментариях. Максимальный вес, который я вообще когда-то поднимала, это на подготовке в 2019 году. Я поднимала штангу 52,5 килограмма на пару раз. Ну вот это был мой максимальный вес. Причем я стараюсь всегда делать максимально чисто, как бы без большого читинга. Вот такой был результат у меня. Друзья, уже 15 мая в Зеленограде в рамках профессионального турнира по армрестлингу пройдет поединок по поп-арму. К столу выйдут Алексей Шреддер и Андрей Качалин. Мы считаем, что это первый по-настоящему интригующий и звездный армфайт в истории российского поп-арма. Организаторы турнира очень хотят, чтобы наш канал сделал выпуск об этом событии. Официальное приглашение я уже получил. И сейчас мы ждем, как у ребят в это непростое время сложится с поиском средств для финансирования моей поездки.
А в конце нашего выпуска я бы хотел поблагодарить всех тех наших подписчиков, кто не просто смотрит мои выпуски, но и находит возможность поддержать меня как автора и мой канал небольшим донатом. Итак, в предыдущем видео на мою просьбу о поддержке откликнулись Александр Григорьевич В. 1000 рублей. Павел Павлович Ш. 1000 рублей. Александр Александрович А. 300 рублей. Александр Александрович Л. 228 рублей. Екатерина Ивановна К. 1500 рублей. На этом все, друзья. Пишите свое мнение в комментариях. Ставьте лайк, если понравился ролик. И не забудьте поддержать автора канала. Номер карты я оставляю в описании к этому видео. Для вас работал чемпион мира по пара-армрестлингу Зинатуллин Руслан.